Я только что уволился с работы в Google, так что теперь я собираюсь раскрыть все их сверхсекретные технологии. Шучу, все это можно найти в этом репозитории на GitHub. До того, как компания Google стала известна тем, что поглощала данные вашего пакета, она была известна тем, что снова и снова совершала революцию в распределенных вычислениях. И они сделали это, используя 6 революционных инструментов, о которых большинство людей никогда не слышали. Но сегодня я собираюсь показать их тебе. Давай начнем с классической файловой системы Google. На дворе 2003 год, и большинство людей все еще учатся открывать свой проводник. Но у Google другая проблема. Поисковым системам нужен веб-сканер для навигации по каждой доступной веб-странице и сохранения ее, чтобы ее можно было преобразовать в взвешенный график и использовать в PageRank. Теперь для хранения требуется довольно много данных. На сегодняшний день это составляет порядка петабайт данных. Вдобавок ко всему, эти файлы должны одновременно считываться и записываться многими машинами многих разработчиков из Google, что требует высокой пропускной способности, согласованности данных и репликации файлов. Высокоуровневая реализация заключается в том, что файлы перед сохранением разбиваются на 64-мегабайтные блоки. Каждому фрагменту присваивается универсальный идентификатор, и данный фрагмент хранится не только на одном сервере, но и по крайней мере на 3 серверах. Существует также один главный сервер, который выполняет роль оглавления. Он сообщает вам структуру каталогов, сопоставляет каждый файл со списком соответствующих фрагментов и, конечно же, также сообщает вам расположение фрагментов. Это отчасти напоминает мне суперблок в файловой системе Linux, но в данном случае наши фрагменты файлов распределены, что значительно усложняет ситуацию. Теперь Google не просто сохранила свои секреты при себе, но и опубликовала очень революционную статью, которая вдохновила инженеров Yahoo на разработку распределенной файловой системы Hadoop, которая позже получила открытый исходный код. Оригинальная файловая система GEFS также была заменена файловой системой Colossus от Google. Все в порядке, но хранить данные очень просто. Как мы на самом деле обрабатываем необработанные веб-страницы? Кстати, год спустя Google выпустила технический документ MapReduce. Проблема в том, что вам приходится обрабатывать большое количество данных, например, из файловой системы Google. Вы могли бы использовать для этого один компьютер, но тогда вы можете никогда не вернуться домой. Вместо этого вы можете использовать самую мощную на тот момент платформу для обработки больших данных, которую только что изобрела ваша компания. И не волнуйтесь, на самом деле это довольно просто. Как следует из названия, есть два основных шага: сопоставление данных и сокращение объема данных, по крайней мере, с вашей точки зрения. С точки зрения программиста, но есть скрытый промежуточный шаг, называемый этапом перетасовки или сортировки. Предположим, что наши входные данные представляют собой набор необработанных текстовых файлов. На этапе создания карты мы разделили бы наши данные на отдельные фрагменты, и каждый сервер получил бы их часть. Результатом работы каждого сервера был бы список промежуточных пар ключ-значений. Теперь перед этапом сокращения мы перетасуем или отсортируем данные, убедившись, что каждая пара с одинаковым значением ключа попадает на один и тот же сервер для этапа сокращения. Это важно, потому что, когда мы сокращаем или агрегируем наши данные, мы делаем это с помощью ключа. Таким образом, входными данными здесь являются промежуточные пары ключ-значения, а выходными — конечные пары ключ-значения. Поздравляю, вы только что написали распределенную программу для подсчета слов. Это потрясающе. Но причина, по которой MapReduce был настолько революционным, заключается в том, что с точки зрения программиста вы несете ответственность только за реализацию двух функций, которые аналогичны функциям map и reduce из функционального программирования. Чтобы использовать эту технологию, не обязательно быть экспертом в области распределенных систем. Вскоре после этого была выпущена версия Hadoop MapReduce с открытым исходным кодом. В настоящее время никто по-настоящему не использует MapReduce. Google использует Flume, Apache Beam — это эквивалент с открытым исходным кодом, а Cloud Data Flow — это управляемый Google Job Runner. В то же время остальной мир использует Apache Spark и Flang для тех же целей. Ладно, хватит об инфраструктуре. Покажи мне какой-нибудь код. Ты, вероятно, слышал о RESTful API, но если ты действительно хочешь испытать свои силы, посмотри, как я создаю тот же API с помощью GAP. Мы используем третью версию Proto, и это наш пакет Hello World. Мы начнем с определения наших схем для запросов и ответов РПК. Затем мы можем создать сервис, в котором мы определяем наш РПК. Скажи привет, и мы по сути получим имя и ответим приветственным сообщением. Теперь в нашем сервисном коде мы начинаем с некоторых стандартных действий, таких как импорт буферов протокола, которые мы только что объявили. Затем мы можем определить и зарегистрировать наш обработчик РПК Hello World и создать garbage-сервер, который прослушивает запросы. Теперь это определенно требует гораздо больше работы, чем эквивалент REST. И вдобавок ко всему, GARP изначально не поддерживается браузерами. Если бы вы были внимательны, то могли бы заметить, что у нас действительно есть схемы и безопасность типов. Это одна из целей буферов протокола. Хотя, возможно, не так очевидно, что GARP более эффективен, поскольку данные сериализуются в двоичном формате, они читаются человеком как JSON. Хорошо, но какое отношение это имеет к стабе? По сути, это внутренняя версия GARP от Google, потому что Google по какой-то причине действительно
сильно не любит открытый исходный код. Или, может быть, они слишком ленивы, чтобы переходить на него. Если кто-то из Google наблюдает за этим, дайте нам знать. Войди в Borg. Это сравнимо с действительно популярным инструментом с открытым исходным кодом, созданным Google. Можешь ли ты угадать, какой именно? Позволь мне дать тебе подсказку. Он планирует и управляет сотнями тысяч заданий, охватывающих тысячи машин, где задание представляет собой наименьшую развертываемую вычислительную единицу. Она состоит из одной или нескольких задач, где задача представляет собой исполняемый экземпляр двоичного файла, например, сервер или пакетное задание. Если ты угадал с Kubernetes, то это отличная работа. Да, на Kubernetes повлиял Borg, и в 2015 году он был выпущен с открытым исходным кодом, где задание Borg похоже на модуль Kubernetes, а задача Borg похожа на контейнер Kubernetes. Но вместо Docker Google использует этот стек контейнеров. Если ты еще не понял, в Google существует культура создания максимально эзотерических названий для всего, что только возможно. Но я скажу, что в Google я никогда не видел ничего, что напоминало бы файл Docker. Так что это может быть редкий случай, когда технологии действительно просто работают. У Borg есть еще несколько параллелей с Kubernetes, о которых вы можете подробнее прочитать в белой книге. Подводя итог, можно сказать, что Google не использует сложный инструмент Kubernetes, а вместо этого использует нечто еще более сложное. Да, наконец-то наступил момент, которого вы так долго ждали. Базы данных. Big Table был создан, когда Google столкнулся с ограничениями реляционных баз данных. Он был разработан для поддержки миллионов запросов в секунду и был чрезвычайно масштабируем. Теперь, как и в SQL, данные по-прежнему хранятся в таблицах, состоящих из столбцов и строк. Связанные столбцы могут быть сгруппированы вместе с помощью семейства столбцов. Каждое пересечение строк и столбцов может содержать несколько версий значений. Таким образом, это похоже на трехмерную таблицу, где третьим измерением является время. Еще одно отличие от SQL заключается в том, что он малонаселен, потому что не каждый столбец должен быть обязательным для каждой строки. И у нас есть возможность добавлять столбцы по мере необходимости. Теперь под капотом данные хранятся в дереве LSM, где права группируются в таблицу MEM, где они хранятся в отсортированном порядке перед сбросом в таблицу SS, где они будут неизменяемы. Как я уже сказал, хранить данные очень просто, ребят. Статья Big Table 2006 года вдохновила статью Dynamo 2007 года, которая позже привела к созданию Dynamod, а также вдохновила на разработку Cassandra. И я уверен, что после этого Amazon продолжала оказывать поддержку сообществу разработчиков с открытым исходным кодом. Это как раз тот момент, когда я собирался стать спонсором Mongo. Вместо этого я просто подключу свой сайт. Недавно я добавил курс разработки полного стека, в котором мы создаем скелет YouTube, и мы фокусируемся на той части, которую большинство людей избегают. На серверной части, в частности на загрузке функция, при которой видео асинхронно перекодируются и затем передаются пользователям. Ты можешь подробнее прочитать об этом в кратком документе по дизайну, который я написал и который является бесплатным. Я думаю, что это именно тот тип проектов, который большинство людей определенно не включают в свои резюме, так что это может помочь вам выделиться. А теперь номер один, сразу после нескольких почетных упоминаний. Спэны — это база данных наркоманов, которые используют GPS и атомные часы, чтобы в буквальном смысле разрушить теорему Кэпа. Dremel — это хранилище данных, похожее на BigQuery, жемчужину Google Cloud. А вот и Blaze — инструмент для сборки от Google, который я так и не научился полностью использовать, и который также был доступен с открытым исходным кодом. Наконец-то появилось название, которое имеет смысл. А теперь перейдем к последнему, доменам Google. Я просто шучу, он мертв. Давайте закончим с самым секретным инструментом в этом списке — GUPS. Хорошо, серьезно, кто придумал эти названия? Общедоступной информации о нем немного, но Cloud PubSub — это общедоступная версия, которая в значительной степени эквивалентна. По своей сути, PubSub — это очередь сообщений, поэтому его можно сравнить с такими инструментами, как Rabbit, MQ и Kafka. Без очереди сообщений ваша архитектура могла бы выглядеть примерно так. Но если мы хотим обеспечить высокую пропускную способность, добавить уровень надежности, разделить наши сервисы, мы можем внедрить PubSub в нашу архитектуру. Подводя итог, мы говорили о том, как Google хранит данные, независимо от того, говорим ли мы о файлах или транзакционных данных. Мы говорили о том, как Google перемещает данные с помощью GARP, буферов протокола и очередей сообщений. Мы говорили о том, как Google изначально обрабатывает данные с помощью MapReduce, а затем Flume. И, наконец, Borg. Именно так Google организует все вышеперечисленное. Спасибо, что посмотрели. Это было очень весело, и надеюсь, мы скоро увидимся.